Перед вами камера виртуального мира. На ПК-платформах ранних 90-х скриншоты делались с помощью прог для захвата экрана, например, таких как Paint Shop Pro. Ну а с приходом Windows 95, кстати, давайте ее установим. Винда преподносит для нас эту заветную клавишу Print Screen. Правда, на тот момент она лишь позволяла копировать экран в буфер обмена, откуда его уже нужно было вставить в Paint или в другой графический редактор. Короче, за парой счета, но главное, что способ работал. В игровых журналах большую часть все же занимали реальные рекламные фотографии и отрисованные страницы с ссылками на поп-культуру, где скриншоты были небольшой, но ключевой частью. Интерес комьюнити подогревали и разбором прохождения сложных квестов, а также демонстрацией различных техник в файтингах. Для компании это был способ показать читателям графику и геймплей, и вы посмотрите, насколько же эта реклама была крутой. Провокационный, гранжевый MTV-шный дух так и выпячивал сквозь страницы. Отпишитесь в комментариях, если тема журнальных фотографий 90-х вам интересна. С появлением BBS в конце 80-х, начале 90-х, способ общения пользователей ПК через коммутируемые телефонные сети. Энтузиасты уже обменивались в цифровом виде скриншотами, правда, были сильные ограничения. Низкая скорость соединения плюс дорого. Потому что нет ничего лучше жизни, понимаете? Лучше, чем ничего, вообще ничего нет. Потому что ничего нет, когда ничего нет. О, фак. Блять. Включусь. Перед вами реклама самого себя. Фотограф, видеограф, классный парень. Оказывается, еще и контент-мейкер. Впереди куча интересного, я вам гарантирую. Подписывайтесь на Telegram, YouTube, Boosty и на соцсеть, где выкладывают картинки, но некоторые люди считают ее опасной. И я ее тоже осуждаю. И, кстати, никакого здесь коммунизма. Пишите, звоните, помните обо мне. С развитием интернета и распространением сайтов ближе к началу нулевых, игроки обрели новые места скопления. Появление утилит, таких как Fraps, сделало возможным быстрый захват кадров из игр в высоком разрешении. Руководства, гайды, ревью, подкрепленные скринами, мигрировали со страниц журналов на форумы, но теперь уже созданные вручную пользователями, а не штатом игровых журналистов. Вот на какую кнопку здесь сохраняться? F5. Ну ладно. Некоторые разработчики уловили спрос и предоставили упрощенный вариант нажатием лишь одной кнопки сделать скриншот без необходимости устанавливать постороннее ПО. Это сильно снизило порог вхождения в виртуальную фотографию и сыграло на развитии игровых сообществ вне самой игры, как это было с World of Warcraft. Скриншоты стали не только инструментом для обмена опытом, но и новым средством выражения индивидуальности. В The Sims или Second Life игроки создавали целые истории, рассказывая их через фотоальбомы скринов, отражающие их виртуальную жизнь. Вообразил себя Наполеоном. Во внутриигровой фотографии началась рефлексия. В играх все чаще начала появляться у персонажей фотокамера, создавая новую связь между игроком, героем и виртуальным миром. Свободные миры становились больше, просторы поощряли исследования. Хороший геймдизайн строится на паттернах и линейных триггерах, которые схватывают внимание игроков и поддерживают динамичный сюжет. А в открытом мире эта хватка над игроком ослабляется, предоставляя свободу и время взглянуть по сторонам и увидеть порядок там, где его не заметил левел-дизайнер. Хорошая почва для творчества. Помните эти шизотеории среди школьников о мистике в GTA San Andreas? Подогретый мододелами того времени, я убивал десятки часов, дабы найти НЛО, Йети и прочую дичь. Такой вот древний псиоп школьников при помощи скриншотов.
В Gran Turismo 4 на второй PlayStation вводится первый фоторежим, позволяющий оторвать камеру от своей машины, выстроить кадр и сделать снимок. Это запускает волну профессионального подхода к скриншотам. Постановка игр догоняет кинематограф, а он в свою очередь уже не раз заимствует приемы игр. И будем честны, сделав скрин при просмотре фильма, язык не повернется назвать это фотографией. Поэтому фоторежим становится стандартом больших и дорогих проектов, где касцены догоняют голливудский уровень, и возможность выйти за рамки мизансцены открывает тот самый творческий простор. В иных же случаях, когда фоторежима нет, игры порой имеют поддержку сторонних сервисов, как Nvidia Ansel, и, кстати, он довольно неплохо выручает. В руках пользователей появляется возможность регулировки фокусного расстояния, диафрагмы, положения модели и даже света в кадре. В соцсетях массово распространяются цепляющие работы, игровые компании проводят конкурсы скриншотов, и виртуальные фотографы наконец-таки обретают аудиторию, выходя из андеграунда. Фотографы даже пленочных фотоаппаратов на удивление хорошо чувствуют себя в виртуальной фотографии. Оказывается, правила визуальной композиции продолжают работать и вне материального мира. Компании же все чаще приглашают сторонних виртуальных фотографов для рекламы своих новых проектов. Люди раскрывают с помощью читов и программ новые просторы игр, ломают их, выворачивают наизнанку, ведь их ведет порой разрушительный путь творчества. Грань между реальным и виртуальным рушится на галерейных выставках, которые имели место быть не только за рубежом, но и в нашей стране. В Екатеринбурге в рамках фестиваля «Луч» была представлена выставка «Что увидено без света» при активной поддержке сообщества InGame, которое уже долгое время занимается продвижением внутриигровой фотографии. Преемственность работ. Не поэтому ли можно судить о осознанности и взрослении нового искусства? И она здесь есть. Роберт Капа, работая на журнал Life в качестве военного журналиста во времена Второй мировой, придерживался своего выработанного принципа. Первое – подойти близко к объекту. Второе – подойти еще ближе. В день высадки в Нормандию он оказался единственным военным журналистом среди миллиона солдат. Из-за ошибки лаборанта со всех 4 отснятых катушек сошла эмульсия, но, к счастью, сохранилось 11 снимков. Виртуальный фотограф Кен Шелли присутствовал в игре на тематику Второй мировой не в роли комбатанта, а как военный журналист. В условиях, когда вместо винтовки у него фотоаппарат, а на кону стоит его жизнь, пускай и виртуальная, у него получилась уникальная серия фотографий, что претерпело в дальнейшем обработку в стиле ошибки первоисточника, выковывая своеобразный стиль. Не так давно творческое объединение «Исток», занимающееся внутриигровой фотографией, вспомнило уже работы Кента Шелли и под вдохновением сделало свою серию. Автор заметил, что его способ запечатления отдалился от первоначальной документальной объективности. В конечном итоге это скорее напомнило ему снимки, сделанные из фотоловушек для диких животных. Абсурдность придавала и наличие летающих тарелок в кадре, выход за текстуры и отход от правдоподобного ракурса. Творческая искра, зажженная Робертом Капа, пронеслась сквозь время и рамки восприятия на своеобразный мета-уровень. Я пригласил несколько виртуальных фотографов поучаствовать в небольшом интерактиве. В рамках одной локации игры мы увидим своеобразие в процессе съемки каждого из них. Сколько раз вы слышали изречение о смерти того или иного искусства? Новые форматы всегда воспринимаются как угроза старому, и правда, оно не испытывает жалости к предшественникам, сносит все на пути прогресса, но тем же самым прокладывает свою дорогу, оставляя прошлое в покое. Уютным уголком в этом неимоверно ускоряющемся современном мире. Кино уничтожит театр, книги станут невостребованы при интернете, нейронки заменят художников. Все это шум. На деле главенствует страх неизвестности. Головокружение от невозможности адаптироваться к настоящему. Культурный пессимизм, вызванный лишь ностальгией, а ведь она достойна только презрения. Идеализация старого игнорирует инновации. Вспомните, как относились к играм раньше. Разве могут они быть серьезными? Разве могут они сравниться с мировой классикой? Сейчас же для большинства это уже звучит смешно. Игровые миры предоставляют новые пространства для творчества, которые пропорционально увеличиваются ускоряющимся технологиям. И как бы там ни было, фотография останется.
Пленка существует в синергии с цифрой, и виртуальная фотография не способна нарушить этот уклад, лишь присоединиться. Пока очередная паническая истерия перекрывает все медийное пространство, в тишине идет развитие новых форм. И на самом деле в настолько ускоренном темпе, что когда наконец будет признано обществом, не будет времени на скептиков. Каждое нажатие принтскрин игроком все больше ускоряет развитие данного искусства.